Так, друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. С вами Михалыч. Спасибо, что смотрите мой канал. И в этом видео я хочу показать вам, как я собираю проект камина с шириной портала 1 метр. Вот, сразу хочу сказать, что проект у меня собирается с кирпичей по 25 сантиметров, без учета растворных швов. Значит, в момент сборки, когда вы будете собирать, вам достаточно будет просто раскладывать кирпичи по порядовке, как вот лежат на первом ряду, также вы раскладываете. Просто добавляете вот сюда швы, которые вы привыкли делать. Ну, кто-то сантиметровые делает швы, кто-то полсантиметра. Поэтому на толщину швов вы не обращаете в проекте, а просто смотрите, чтобы у вас была перевязка. Вот первый ряд так вы положите, второй ряд уже положите с перевязкой. В данном проекте у меня сделаны приточные каналы и маленький дровник, ну, сколько возможно. Также этот камин имеет чашу под угли. То есть это модифицированная версия камина. Дно выполнено елочкой. Здесь приточные каналы у меня сделаны с улицы. Приток воздуха нужен не для того, чтобы был свежий воздух в камин поступал, а для того, чтобы выравнивать давление воздуха на улице и в помещении. Также в этом камине предусмотрены уголки для того, чтобы была возможность жарить шашлык. То есть сюда вы ставите штангочки и можно будет пожарить шашлычок. Вот такие устройства я еще разработал. Значит, ну это в проекте. Здесь полоса из нержавейки или из простого металла. И смотрите, шампур устанавливается в эти прорези. Прорези специально под ширину шампура сделаны. Это делается для того, чтобы вот эта спираль, проворачивая шампур в этой прорези, останавливается практически по миллиметру можно поворачивать. И он здесь жестко фиксируется. То есть, чтобы он провернулся, его надо либо вперед толкнуть, либо назад. Для этого вот спирали и существуют. И чтобы эти прорези работали, они должны быть шириной примерно около сантиметра. Вот так. При такой ширине будет работать эти прорези. Будете вот сюда толкать, и шампур будет вращаться по спирали и переворачивать все мяско. Значит, здесь вы видите прутики и решетка для гриля, да, то есть удобно. Вот сюда поставили штангу, сюда. Эта штанга на всю длину, то есть шампуры раз переставили наверх и жарите шашлычок. Вот такой вот супер камин получается. Ну и сейчас я хочу показать вам, как я запиливаю, да, или зарезаю кирпичи в программе SketchUp. То есть здесь вот у меня угол получается, дымосборник. Здесь надо сделать перевязку кирпичную. Вот эти кирпичи уберем. Это тоже уберем кирпич. Это давайте откинем сюда. Вот у нас здесь угол. Вот эти кирпичи надо будет сейчас нам срезать. Видите, они идут друг на друга. Значит, посмотрим, как лежат кирпичи на 19 ряду. Вот видите, вот здесь перевязка. Давайте этот тоже откинем кирпич. Здесь перевязка вот так сделана. Давайте сразу этот кирпич подгоним на место. С помощью функции «Тяни-толкай». Вот так она называется. Все, так вот мы обрезали кирпичик. Теперь у нас угол перевязывается. Поднимаем
следующий ряд. Значит, следующий ряд у нас вот этот кирпич, надо будет перевязку сюда сделать. Значит, вот этот кирпич у нас остается. Нам надо подогнать вот этот кирпич. Здесь у нас очень сложный угол получается. Видите, в нескольких плоскостях надо его срезать. Делаем его уникальный. Редактировать. Еще раз редактировать. Выбираем плоскость вот эту. И вот так. Плоскость. И вот сюда вот сдвинули. Плоскость. Так, теперь этот кирпичик откинем вот сюда. Опять этот кирпич возьмем. И теперь нижнюю плоскость двигаем вот так. Выравниваем с вот этой гранью. Все, у нас кирпичик срезался. Ну, мы его, видите, не срезали, а таким вот скетчаповским способом подогнали плоскость. Эту выровняли, это у нас плоскость есть. И сейчас на место ставим вот этот кирпичик. Вот, поставили на место кирпичик. И все, угол у нас готов. Следующий ряд у нас перевязка наоборот будет идти. Ну, это уже по ходу дела подгоняется. Друзья, вот эти углы по возможности перевязываем при сборке дымосборника. Вот этот сейчас подгоним. Тяни, толкай. Раз. Все. Эти углы у нас имеют жесткость. Вы видите, здесь опора кирпича очень маленькая. Кто собирает такие вот дымосборники, значит, вот так вот выдвинем, покажу вам, какая здесь площадь опоры. Вот 7,5 сантиметров. Значит, друзья, кто собирает дымосборники, знает, что сюда кирпич, когда кладешь, получается очень большая нагрузка, могут эти стенки свалиться. Поэтому это делать надо не спеша. И еще лучше вот здесь поставить, собрать некую опалубку, то есть поставить доски направляющие, чтобы эти кирпичи опирались на эти доски. Ну и прежде чем собирать эти стены боковые, вам надо закончить полностью весь второй зуб. То есть полностью его собрать. Ну и потом уже можно сделать дымосборник. Все, вот такой небольшой ролик. Так что, кто не подписался на канал, подписываемся. Ставим лайки. И ждем выхода на моем канале презентацию готового проекта камина с шириной портала 1 метр. Всем пока.